Доброго вам утра, дня и вечера. Я Баба Маша на канале Микродозы Мухомора. Сегодня мы будем разбирать статистику по приему микродоз мухомора и зависимостям. Вопрос по зависимости к опиоидам, включая опий, героин, метадон, оксикодон, фентанил и другие, был поставлен в анкету в июне 2020 года. И я хочу поздравить всех наших участников, кто принимал участие в проекте, а участвовало уже на данный момент 5000 человек, плюс-минус. После публикации электронной версии в июне 2020 года отчет за первый год исследования и краткая методичка, что это такое. За первый месяц 45 тысяч человек скачали эту книгу, и после этого ко мне стала приходить информация о пресечении зависимости после приема микродоз мухомора. И уже в печатной книге, в первой главе, часть 4, я включила дополнительные исследования по зависимостям. То есть мы накопили какой-то результат всего за 3 месяца, и в сентябре 2017 вышла печатная книга, в которой было несколько таблиц, и хотя не так много людей дали отзывы и проголосовали, данные были настолько ошеломительные. Я вас поздравляю, это первый раз за всю историю человечества мы это обнаружили все вместе. После этого я сделала короткое видео по микродозам мухомора и зависимостям на своем старом канале, который заблокирован в Российской Федерации. Название канала Баба Маша какая-то. С того момента количество участников у нас увеличилось. В группе по пресечению зависимости к опиоидам у нас 49 человек. Улучшение 71%, 35 человек. Без результатов 18, ухудшение 10%, 5 человек. Следующий вопрос. Пресечение зависимости к дизайнерским наркотикам, синтетики, включая миксы, соли, пайсы и курительные смеси. Полный отказ 59%, 55 человек, с чем вас поздравляю. Улучшение 31%, 29%, без результатов 11%, ухудшение 0%. Пресечение зависимости к амфетамину после употребления курса микродоз мухомора 101 человек. Улучшение 78%, 79%, без результатов 15%, 15 человек и ухудшение у 7. Следующий вопрос был поставлен в августе 2020 года. 48 человек приняли участие, положительный результат 75%, 36 человек, без результата 25. Отзывы кое-какие зачитаю, можно самим посмотреть. Поиск проводите на канале с отзывами по наркотикам. Метадон почитаем. 1 января человек проснулся, утром 1 января после Нового года написал мне отзыв. Итак, в сентябре год, как ни капли в рот после осеннего 3-месячного микродоза мухомора. Там же были иногда без системного употребления амфетамины, метадон, трамадол, кокос. О всем вышеперечисленном дерьме я забыл полностью. Спасибо большое мухомора и отдельной версии нашей бабули за то, что вывела меня на это чудо, и за то, что она толкнула поезд, который в перспективе и так далее. 1 сентября. Микродозинг 2 месяца. Неврозы с детства, изнасилование в 15 лет, первая депрессия, панические атаки, алкоголь, амфетамин и т.д. и т.д. и т.д. Сейчас мне 50. Мысли о суициде были всегда. Обратилась к психиатру, был прописан Золофт, хлорпротексен. Но внутренняя напряженность, головные боли, психи, натянутые плечи, много чего оставалось. После микродозинга мухомора красного я как заново родилась, причем другой. Успокоилась, хочется жить. 12 августа. Итог приема микродоз. 6 месяцев, перерывы делал по 10 дней, потом перерыв увеличивал. Дошел до 3 недель. Снимал зависимость с амфетаминов. Сейчас на 2-месячном перерыве. Жду, как появятся новые грибы. Алкоголь тоже сам отвалился, хотя такой цели не было. 2 грамма в день распределял на 3 раза. Иногда принимал до 3 грамм в день, не больше. Мне 27 лет. Июнь 29. Мне 28. Сидел на стимуляторах. Амфетамин, кофеин, никотин. Почему употреблял? Недовольство собой, уйти от реальности. Потом, после наслаждения и энергии в долг, я ушел в глубокую депрессию. Принимал по 0,5. Я прочувствовала грипп очень хорошо. Через неделю у меня прошла депрессия. Я начал делать те вещи, которые откладывал на потом. Радость жизни, радоваться всему, улыбка просто так.
Что скажу в итоге? Этот гриб мухомор воистину волшебный. Я его люблю за все, что он сделал. Я нашел с ним общий язык и готов делиться этим волшебством с каждым, кто готов к изменению себя. 29 апреля цель приема микродоз избавления от тяги к амфетамину и марихуане, который принимал с 15-16 лет. Сейчас мне 32. Хочется привести мозг в порядок, познакомиться с собой настоящим трезвым, убрать дурные мысли, паранойю, депрессию, раздражительность, апатию. Начать, наконец, действовать, а не прозябать. Далее товарищ описывает, как он принимал, и резюме. Чувствую себя невероятно. Ушли все проблемы, тяга к наркотикам ушла полностью, даже привозили под носом, крутили, просто посылал на и т.д. с улыбкой на лице и полностью отказался от общения с этими демонами. Стал отвратителен табачный дым, даже когда рядом кто-то курит, невыносимо. Полный отказ от алкоголя. Даже смотреть не могу на алкашку. Энергии стало столько, что не знаю, куда девать, с кем поделиться. За что бы ни взялся, все получается, решаю любые вопросы на раз-два, не откладываю ничего на завтра. Появилось спокойствие, равновешенное психоэмоциональное состояние, радуюсь каждому прожитому дню, ушла апатия, паранойя, депрессия. Далее про член, как он стоит. Так, человек сбросил вес со 115 до 109, сон наладился, ну и так далее. 4 октября 2020 года сестра после микродоз мухомора больше к стимуляторам в скобках амфетамин не притрагивается 70 дней уже и уверен, больше не вернется к этой отраве. В январе 2020 38 лет. До недавнего времени я являлся алкоголиком, наркоманом, пиво, трава, экстази, амфетамин на фоне аутоиммунного заболевания, болезнь Бехтерева. Отчет осень 2019 года, первые мини-дозы, отвращение к алкоголю, микродозы мухомора сделали свое дело, жизнь кардинально изменилась, мухомор очистил и сфокусировал. Я здесь закончу, там еще очень много, можно читать отдельно по солям, по смесям, по курительным и прочим отдельно взятым наркотикам. Отзывов много, есть наркологи мои знакомые, которые пишут мне отзывы и говорят, что мухомор это один из самых крутых средств на данное время. Есть отзыв на 3 страницах, парень написал всю свою историю, как он мучился и страдал очень много лет, зависимость к наркотикам, алкоголю и как он вышел из этого штопора. Почитайте, очень интересно. Я с вами на этом прощаюсь, мы еще увидимся. Баба Маша.